26 июля 2026 года. Всех приветствую из прекрасной Одессы. Мы с вами на трассе здоровья. Ну и здесь, как всегда, летом кипит жизнь. Кто-то спешит на море, кто-то просто гуляет, дышит воздухом, потому что трасса здоровья — это с одной стороны зелень, деревья, а с другой стороны, конечно же, это море. Видите, какой шикарный дом? Привет-привет! Видите на фоне меня, какой шикарный дом? И если вы вдруг захотите купить апартаменты в Одессе именно в этом доме, то вам придется очень и очень потратиться, потому что здесь цены практически такие, как на некоторые квартиры в Дубае. Да, это Одесса, и она умеет удивить. Астон Холл называется этот дом. Крутое место. И квартиры здесь стартуют с видом на город. Сейчас уже, по-моему, от $7000. Если вы хотите 100 квадратных метров в Одессе с таким шикарным видом, ну, посчитайте. $700 000 вам точно придется потратить. А это рядом есть Икеда ресторан. Кстати, там очень красиво. Ты, когда сидишь за столиком, такое ощущение, что ты сидишь просто над водой. Но мы с вами идем дальше. Показываю вам, как шикарно может жить Одесса. Жарковато сегодня в Одессе, поэтому некоторые мужчины гуляют без футболок. О, какой движ на трассе здоровья здесь. Я думала, людей поменьше, но сегодня воскресенье, и, видимо, все уже устали от тревог, поэтому все идут наслаждаться летом, которое так быстро идет, что еще месяц остался, и уже, в принципе, все. О, сколько людей, посмотрите, круто, все идут на пляж, видите. Я сегодня решила вырваться тоже на море, посмотрим, как оно будет. Собаки уже так разленились, что их приходится носить на руках. Пока я боюсь ездить к морю, здесь гуляет просто тысячи людей. Трасса здоровья реально загружена. За что я люблю трассу здоровья, так это за то, что здесь есть одно из моих самых любимых мест. А это, конечно же, набережная Ля Камбала. Здесь, как всегда, особый вайб. Никто никуда не спешит, и все наслаждаются жизнью. Если вы хоть раз здесь были, то, поверьте, на эту набережную хочется вернуться. И если вы будете в Одессе, то обязательно советую посетить это место. Я в последнее время боюсь ездить на пляж, но сегодня приехала сюда на Ля Камбалу, и, по-моему, остались единицы, которые боятся, потому что людей очень и очень много и на трассе здоровья, и на пляже. Сейчас с вами спустимся и все вам, конечно же, покажу. Смотрите, какие забитые пляжи. Сегодня выходной. Пик сезона, можно сказать. Еще пару недель будет пик сезона. Пляжи забитые везде. Люди купаются в море, ныряют там. Такое чувство, что водичка стала чище. Сейчас с вами спустимся и посмотрим, что к чему. Видите, сколько людей? В принципе, даже и сесть-то негде. Здесь можно просто выпить кофеечек, а можно и в море поплавать, и картину даже себе купить. Смотрите, какие красивые картины. Вот есть Инстаграм, если кто-то интересуется, может купить. Смотрите, какие котики, волки. Доброго дня. Доброго. Дуже гарні у вас картини. Дякуємо. О, яка красота. Цікаві, ви сказали, з сусальним золотом картини, так? Ці з сусальним золотом. Сусальним це золотом, це бронза. Дивіться, яка це краса. золото. А в яку ціну такі картини? Це по 700 гарні? По гривень. 700 Да. гривень. Дякую вам. Це все олія. Це все олія. Це так, олія, це ви? абсолютно. Це Це ви мої, робите? це мої А можна картини. вас показати? Дивіться, яка гарна жінка малює такі чудові, гарні картини. Як вас звати? Людмила. Людмила, дуже приємно. Мене Вікторія звати. Дивіться, Заходьте яка до краса. нас, Дякую, заходьте. Заходьте в Тут Інстаграм і покупайте картини. дякую, гарного вам дня. Можна замовити в Інстаграмі. Так, дякую. Ось таку красоту можна купити на Ла Камбале. Ну, а мы с вами идем дальше. Быть на море и не спуститься к морю просто невозможно. Поэтому мы с вами идем. Вот считаю искренне, что это один из самых красивых спусков к морю в Одессе. Вы посмотрите, еще облака такие над морем, освещение такое красивое. Идешь и любуешься каждой деталью. Конечно, здесь есть ресторан, он называется Ла Камбала, и здесь вы можете и позавтракать, и пообедать, и поужинать с шикарным видом. Еще мне очень нравится эта люстра на фоне неба. Она смотрится особенно красиво.
И видите, уже кто-то уходит с пляжа, потому что уже вечер. Ну, а мы с вами туда только спускаемся. Здесь есть спасательная вышка, с которой будут за вами наблюдать, чтобы вы не делали опасных вещей. Вижу, все так купаются. Наверное, вода теплая. Так, на пляже свой отдельный вайб. Точно никто ничего не боится. Ладно, пройдемся с вами. Пляжи забитые в Одессе. Сегодня воскресенье. Все заполнено людьми. В принципе, не проехать, не пройти, я не преувеличиваю, вы сейчас сами все увидите. По воде, если, вам видно, вода в море очистилась. Здесь на пляжах уже нету такого большого количества водорослей. Поэтому, кто сейчас едет в Одессу, считайте, что вам с этим делом повезло. Вон, посмотрите, какой заполненный пляж. Сейчас потрогаем с вами воду. Вода в море, хочу я вам сказать, такая средняя, наверное, градуса 24. Плавать можно, купаться можно, если выходит солнце, то норма. Но если солнце заходит, то, мне кажется, даже немножечко прохладно будет. Хотя я вот чем дольше держу руку, тем больше привыкаю к температуре. Чтобы вы понимали, я пыталась как-то здесь пройти и выйти с пляжа, но я не могу. Потому сколько все лежат покрывало в покрывало, видите, что я не могу пройти. Вот так проводят одесситы и гости города свое воскресенье. На сегодняшний день в Одессе на пляжах людей просто тысячи. И что я поняла, надо брать купальники, не валять дурака, тоже ехать загорать, а то лето проходит. А я еще на пляже, в принципе, я загорала только 2 раза. Нужно брать пример с других. Никто ничего не боится. Когда вижу на некоторых одесских пляжах вот такие камни, безумно мне это все нравится, потому что, знаете, они добавляют какой-то экзотики. Собственно, это те камни, из которых построена Одесса. Это ракушняк, из него делался ракушечник. Кто не знает, если пойдете в одесские катакомбы, будете в Одессе на экскурсии, то сами все поймете. Ну, а мы с вами идем дальше. И сейчас я вам покажу одно красивое место. Недавно открылось. Несмотря на войну, предприниматели в Одессе настоящие красавчики. Потому что действительно считаю, что они делают наш город еще лучше с каждым новым заведением или магазином. Посмотрите, здесь недавно открылся новый ресторан, который называется Аква. И посмотрите, все вот напоминает Грецию, особенно цвета белые и синие. Вот в Греции они очень популярны. Поэтому, наверное, и греческий флаг именно в таких цветах. На входе, как вы видите, нас встречает диджей. И, кстати, здесь играет прикольная музыка, но, к сожалению, не могу на видео ее оставить. Идем дальше, и здесь открывается потрясающий вид на море. Одно удовольствие есть вкусную еду и наблюдать за шикарным морем и невероятно голубым прекрасным небом. Вот такое новое место появилось у нас в Одессе. Мы с вами поднимаемся наверх уже от пляжа, и такое чувство, что переместились в Грецию, потому что следующий ресторан у нас называется Санторини. А Санторини, как вы знаете, очень красивое место, особенно городок Ия. И там еще очень вкусное вино и еда. Я, конечно, очень люблю животных, но не смогла бы быть вегетарианкой, потому что при виде такого мяса у меня очень начинает появляться аппетит. Но посмотрите, как это все выглядит, и очень-очень жаль, что камера не передает аромат вкуснейшего мяса, которое здесь жарится. Это и есть ресторан Санторини. Кстати, здесь сделали новую локацию для того, чтобы каждый мог сделать красивые фотографии. И я, конечно же, не упустила возможность. Кстати, здесь как будто качели, и даже маленькие дети могут немного покататься. Плюс ресторанов у моря, конечно же, это вид. Особенно летом посещать места, это всегда очень и очень романтично в любое время суток. Здесь кто любит кальяны? Я кальяны не курю, когда-то пробовала, но начала кашлять и поняла, что это точно не мое. Вон мужчина словил какого-то аллигатора где-то. Смотрите, какой здоровый.
Так, кто-то за кем-то подглядывает. Радует, что водоросли ушли и вода почище. А вон люди забрались аж на волнорезы и наблюдают за всеми издалека. Хочу вам сказать, что сегодня очень комфортная такая погода. Ну, градусов 27, наверное, но нет солнца, и вот приятно именно гулять. Нету сильного ветра, нету вот этой жары, духоты. Очень крутая погода. Синоптики обещают, что в Украину идет жара до плюс 40 градусов на юге. Поэтому снова нам будет не очень прохладно. Но посмотрим. Может, погода стабилизируется и будет комфортной для каждого. Так, здесь всегда, кстати, Лакамбала пишет температуру 29 градусов. Просто солнца нету и нормально. 29 градусов, вода 20. Ну, вода теплее, чем 20, я потрогала. Просека 8. Самое лучшее. Вот посмотрите, какое классное сочетание. Повітря, водичка и просеко. Что еще надо для полного счастья? Только мира. Тоже думают, чтобы поесть в Лакамбале. Я вам покажу, какое здесь меню. Вдруг вы заинтересовались? Так, курячий бульончик 200. О, борщик наш український 310 гривень. Так, мясо, рыба. Ну, не буду озвучивать все цены. Вы смотрите, ставьте видео на паузу и будете ориентироваться, что почем. Мужчины бегают, спортсмены, молодцы. О, вон кого-то повезли. Прогулялась сегодня к морю и прям получила массу удовольствия, потому что, уже честно, за ним очень соскучилась. Ой, с этими последними событиями, конечно, страшновато было сюда ехать. Ну, так вижу, никто уже не боится. Ну, тоже попробовала. Ой, Одесса имеет, конечно, колоссальный туристический потенциал. Есть, конечно, нюансы, над которыми, я думаю, в скорейшем времени будут работать, чтобы сделать город еще лучше. И думаю, особенно после войны, я это не думаю, я это знаю, потому что я вижу по комментариям, все больше и больше людей с разных абсолютно стран мира будут к нам приезжать. И в Одессу, и в Украину, и в Киев, в нашу столицу. Ой, хотя бы поскорее это время наступило. Всем хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующем видео из нашей летней замечательной Одессы.